Всем большой привет, меня зовут Лада и добро пожаловать на мой YouTube канал «Любимое дело». В этом видео показываю необычный мастер-класс по плетению из газетных трубочек, а плести мы будем вот такой короб для проводов. Если вам тема интересна, то присоединяйтесь к процессу. Плести короб я буду из газетных или бумажных трубочек. Их я кручу сама на тонкую спицу из чистой газетной бумаги. В своих отдельных видео показываю все эти процессы. Заглядывайте в описание, ссылки на видео оставляю там. Ну и у этого короба картонное дно. У меня уже был мастер-класс по изготовлению таких донышек. Ну и чуть попозже я покажу, из какого картона я в этом коробе сделала донышко. Плести короб я буду из газетных или бумажных трубочек. Их я кручу сама на тонкую спицу из чистой газетной бумаги, крашу, обрабатываю специальным образом. В своих отдельных видео показываю все эти процессы, ссылки оставляю в описании под этим видео, заглядывайте туда. У этого короба картонное дно, в этом мастер-классе покажу, из какого картона делаю дно. Еще у меня есть отдельное видео по изготовлению картонных донышек. Также ссылку оставляю в описании. Как вы видите, в коробе отверстия прорези для проводов. В этом мастер-классе показываю подробно, как их сплести так, чтобы выдержать уголки, стенки ровненько, чтобы короб не перекосило. Этот короб очень нужная вещь в доме. Если, например, у вас много проводов, вы не знаете, куда их всех деть, много гаджетов, зарядок для телефона, и чтобы их убрать в одно место, вот короб этот самый идеальный вариант. Как раз недавно для того, чтобы убрать все эти провода, у меня муж купил вот такой сетевой удлинитель на AliExpress. Здесь 8 розеток и несколько разъемов для зарядных устройств. Этот удлинитель прям классная вещь, работает без проблем, и на самом деле в него очень много всего можно подключить. Если кому интересно, я обязательно оставляю ссылку, где я его покупала, в описании под видео. Вот так все это выглядит, когда подключаешь много разных гаджетов к этому удлинителю, провода путаются, все в таком беспорядке, и нужно как-то это упорядочить и убрать. И сейчас будем плести для всего этого бардака короб, куда можно все это убрать, аккуратненько разложить по полочкам. И первое, с чего я начала, это изготовление картонного донышка для будущего короба. У меня уже выходило видео на канале по изготовлению таких донышек разными способами. Если вы не смотрели то видео, обязательно посмотрите, ссылку оставляю здесь и в описании под видео. Но в том видео я использовала гофрокартон, он в принципе тоже хорош для этих целей. А с недавнего времени для изготовления таких донышек я стала использовать переплетный картон. Покупаю листы переплетного картона в Леонардо. Вот так он выглядит. Он, конечно, тоньше гофрокартона в разы, но при этом он плотнее и достаточно крепкий. Вечером вырезала 2 листа нужного размера вот из такого переплетного картона, склеила их между собой, используя вот этот клей. Положила под пресс, сегодня утром достала, и донышко практически готово. Осталось его обклеить мятой бумагой. Что мне нравится в этом картоне, что он не коробится. И он сейчас не коробится и не будет коробиться даже после лакировки, даже после покраски. В этом хороший переплетный картон. Здесь от каждой стороны я отступаю по 1 сантиметру, провожу линии горизонтальные по всему периметру донышка. Сразу у меня намечается расположение угловых стоек, вот в местах пересечения этих линий на уголках. Измеряю от одной угловой до другой, какое у меня расстояние тут получается, 38 сантиметров. Делю на приблизительное расстояние между стойками, которое я хочу получить в итоге. Это 1,5 сантиметра, ну 1,5 или 1,7 сантиметров. И как бы гармонично распределяю, намечаю места будущих отверстий. Здесь у меня получилось не 1,5 сантиметра, а 1,7 сантиметров между отверстиями. Итак, наметила по всему периметру. Сейчас буду делать сами отверстия. Отверстия буду делать вот этим вот инструментом. Это дырокол. Я его покупала в Leroy Merlin. Обзор на него можно посмотреть вот по этой ссылке. Мне очень нравится, пользуюсь уже не первый раз. Все супер. Здесь можно выбрать ширину отверстия, которую вы будете делать. Сейчас я это сделаю. Я подгоняю ширину отверстия
будущего под свои трубочки, под толщину моей трубочки. У меня толщина трубочки 3,4 мм. Сейчас выберем нужное. Ну что, хорошо, процесс пошел. Отверстия подошли идеально под размер трубочки. И я продолжаю делать отверстия этим аппаратом. Главное попасть именно в места отметки будущих стоек. Так, небольшое усилие приложить. И отверстие готово. И так по всему периметру. Дело, конечно, не быстрое, но из него тоже можно получить кайф и удовольствие от самого процесса. Что, собственно, я стараюсь и делать. От любого процесса в плетении в нашем деле стараюсь получать удовольствие. Донышко готово. Отверстия сделаны. Сейчас я вставляю трубочки. Вот так это будет выглядеть с лицевой стороны, а так это выглядит с изнаночной стороны. Беру трубочку, складываю ее буковкой П, вот таким образом, и продеваю в два близлежащих отверстия. Вот так. И вывожу на лицевую сторону. Вытягиваю как бы эту трубочку. То есть у нас получается сразу две стойки. Так. И вот так делаю по всему периметру донышка. Главное подобрать диаметр отверстия под толщину трубочек. Тогда трубочки будут входить без труда и не будут болтаться в этом отверстии. Вот, собственно, что и происходит здесь у меня. Вот что получается. Вставила трубочки, и у нас образовались вот такие симпатичные стойки. Сейчас все это дело будем оплетать. Здесь я перескочила и не показала само начало плетения, но в своих других мастер-классах и прямых трансляциях я эти моменты очень часто показываю. Ссылку на видео, где можно это посмотреть, оставляю в описании. И все очень просто. Я взяла две рабочих трубочки, установила за стойками и начала плести веревочкой в две трубочки. Обратите внимание, что каждый ряд я закрываю и перехожу на следующий ряд, делаю переход. Видео с таким переходом у меня уже есть на канале, также по ссылке в описании можно посмотреть внимательно и подробно. Этот короб я буду плести по форме, форму делала из всяких подручных материалов, но здесь главное это уголки. Их нужно очень хорошо зафиксировать в своем месте, чтобы при оплетании они у нас не ускакали в какую-либо сторону. И еще, когда я устанавливала стойки, они у меня были так же, как и рабочие трубочки, не полностью сухие. Я проплела веревочкой в две трубочки несколько рядов и оставила на ночь эту конструкцию, привязав стойки плотненько вот такой портновской резинкой. Стоечки высохли, они вертикально у меня зафиксировались, и их станет легче оплетать. Здесь у меня одинарные стойки, да, такого размера короба лучше плести на двойных стойках, например, или тройных даже стойках. Но так как стоечки у меня расположены часто, то в принципе одинарные вполне подойдут. Решила показать, вот сейчас я заканчиваю 4-й ряд плетения веревочкой в две трубочки, делаю переход на следующий ряд. Вот на этой стойке я делаю переход. Так. И сейчас приступаю к следующему этапу. И в следующем этапе я буду плести ситцем. И две рабочих вот эти трубочки у меня переходят в рабочие трубочки при плетении ситца. То есть одной трубочкой я буду плести одну сторону, а другой трубочкой другую сторону короба. Система очень простая. Мне с этой стороны короба нужно сделать отверстие. Отверстие можно выплести при помощи укороченных рядов, что я сейчас и буду делать. Эта рабочая трубочка у меня уходит в эту сторону, в левую. Я ей продолжаю, но плету уже ситцем. И плету вот таким вот образом.
в обратную сторону. Стоечки все у нас стоят вертикально, ровненько, прямо. Так, здесь нарастим. А с этой стороны принцип такой же, но вот эта рабочая трубочка пока у нас плетется дальше, потом ее буду разворачивать уже на той стороне, потому что с той стороны короба тоже будет выплетаться отверстие. Чтобы нам с вами трубочки не обрезать, на новые не заменять, а продолжать этими же, вот мы с вами вот такой способ придумали. Это и экономия самих трубочек, экономия времени, соответственно. И, конечно, у нас ничего не будет вот этого подрезанного, минимум подрезанного, минимум спрятанных концов. Я это дело очень люблю, когда минимум всего спрятанного. Конечно, без спрятанных концов бывает совсем не обойтись, приходится прятать, подклеивать. Но если есть такая возможность, то я лучше пользуюсь той возможностью, где этого могу избежать. Вот я на следующую сторону вышла. Это следующая короткая сторона. Здесь также будет выплетаться отверстие. Я засекаю просто, на каких стойках оно будет выплетаться. Вот, например, с этой стойки до этой стойки у меня вот здесь будет отверстие. Соответственно, здесь я разворачиваю рабочую трубочку и плету в обратную сторону. Как я уже сказала, здесь отверстие будет, чтобы оно у нас было, да, мы плетем вот эти неполные ряды. То есть мы не доходим до нужного места и возвращаем трубочку назад. Здесь уголочек. Очень-очень аккуратненько его оплетаем. И идем обратно. Проплела я рабочей трубочкой до следующей стороны, с которой начали это все дело. Здесь я обозначила себе, на каких стойках я буду разворот делать, то есть на третьей, на каждой третьей стойке от угла. И вот на этой третьей стойке я также делаю разворот рабочей трубочкой в обратную сторону. И плету в обратную сторону. То есть у нас получается, одной рабочей трубочкой мы плетем одну сторону, другой рабочей трубочкой мы плетем другую сторону. Это можно делать одновременно, можно делать поочередно, но я, скорее всего, буду делать поочередно, так как я уже эту сторону начала, и я уже, скорее всего, буду придерживаться этого способа, этого направления. И плету в обратную сторону. Еще раз повторюсь, чтобы у нас уголки с вами были ровные, чтобы стеночки были ровные. Если форма большая, то я советую все-таки плести такие изделия по форме. Если небольшая, то можно и без формы. Но если большие изделия, то лучше всего по форме плести такое. Тогда очень легко будет удержать это все дело так, как нужно.
Здесь хочу указать на один момент. Вот я дошла до угла. Ни в коем случае не стягивайте рабочую трубочку при плетении. Вот даже когда уголок плетете, у вас свободная трубочка должна находиться в расслабленном состоянии. Не перетягивайте ею, когда плетете. Особенно, когда вы делаете витки, вот эти укороченные ряды, витки на вот этих стоечках. Вот здесь мне нужно нарастить. Я стараюсь избегать наращивания на этих стойках, на которых делаю виток. Я наращиваю там, где последний раз рабочая трубочка пряталась за стойку, вот в этом месте. Мне так проще, потому что на витках там сложнее все-таки. С наращиванием дело обстоит. Нужно напрягаться, смотреть, чтобы ничего у вас не распустилось там и так далее, и так далее. Рабочая трубочка в расслабленном состоянии. Мы обвили угловую стоечку ей. И сейчас приближаемся к месту, где она будет делать виток. Здесь я ее разминаю где-то 1 сантиметр. Вот таким образом. И делаю ей виток. Также в расслабленном состоянии. Не стягиваю ее, не перетягиваю, не затягиваю. Если смотрю, что она перетянулась, то немножечко подотпускаю. И вот так продолжаю ей дальше плести. Тогда и трубочки, стойки у нас все на месте. Уголочки тоже все на месте. И последующее плетение, оно у нас не стянуто. Это очень важно. Иначе потом, когда вы вынете форму, у вас этот короб перекосится весь, покоробится. Этого не нужно. Плетем дальше. Кстати, если форма позволяет, конструкция позволяет, то можно фиксировать стойки прищепками к самой форме. Тогда они не смогут у вас гулять туда-сюда. Ну вот, я проплела столько рядов, сколько мне нужно, укороченными рядами ситцем. С этой стороны у меня получилось вот так. И с обратной стороны у меня получилось вот так. Чуть-чуть пошире здесь отверстие. Трубочки рабочие у меня вот в таком положении. Одна выходит отсюда. Другой я продолжила плести дальше стенку. И этой трубочкой я также продолжаю дальше плести стенку. И она у меня встретится со второй трубочкой рабочей. Вот таким образом это происходит. То есть я продолжаю дальше плести ситцем. Мне здесь еще в одном месте нужно сделать нужные отверстия. Поэтому вот такая конструкция у меня получается. А потом я уже буду проплетать веревочкой в 2 трубочки, подходя к концу плетения этого короба. Так, на уголках очень-очень аккуратненько уголочек оплетаю. Также, если вот у вас можно, да, то прищепками тоже мы можем зафиксировать и саму угловую стоечку. В плетении углов главное очень хорошо подобранная форма. Если это большие какие-то размеры коробов, то форма здесь очень важна. Избегаю лишних заменчиков, чтобы ничего не было видно на плетении. Очень аккуратно стараюсь плести. Наращивать стараюсь только за стоечкой, чтобы у нас вот здесь с лицевой стороны не было видно никакого наращивания. Это очень портит вид изделия. Ну вот, встретились 2 рабочие трубочки здесь. Одной я продолжаю плести, второй вдогонку. Обычный ситец. Еще хотела сказать про стойки, одинарные или двойные. Я знаю, что некоторые любят на двойных плести стойках.
У меня здесь стойки очень близко расположены друг к другу. Ну, практически менее 1,5 сантиметров расстояния между стоечками. Поэтому здесь одинарные стойки, в принципе, нелегко на них плести. Я считаю, что можно и одинарные стойки здесь оставить. Потому что если бы я добавила двойные, то расстояние было бы очень маленьким. Если вам не нравится плести на одинарных стойках, пожалуйста, плетите на двойных, тогда просто расстояние делайте чуть-чуть побольше, где-то сантиметра 2,5. Мне кажется, это оптимально на одинарных стойках такое расстояние. Так, здесь тоже уголочек. Сейчас хочу показать, что с этой стороны у меня будет происходить. Так. Здесь у нас все так оплеталось. Заменчик лишний. Попробую его избежать. Так. И здесь то же самое. Продолжаю плести. Ну, вот таким образом, оплетая стоечки. Ну, первые ряды, они самые сложные, а потом уже будет чуть-чуть полегче. Так. И следующей трубочкой плету уголочек. Здесь наращиваю. Вот здесь уголочек оплела, перевернула форму, нарастила рабочую трубочку. Так, продолжаю плести. Все равно, конечно, я слежу за уголочком, да, как он у меня тут получился. И продолжаю. Здесь очень-очень аккуратно. Сами понимаете, здесь мы практически формируем наше плетеное полотно. Так, получилось. Вот. Кстати, таким образом формируются и ручки в коробе. То есть, по сути, если это не отверстие у нас будет, то можно использовать в качестве ручек. Ну вот кто-то меня спрашивал, да, как ручки сделать такие в коробе. Вот при помощи укороченных рядов. Достаточно много я уже рядов проплела. У меня по высоте получается 9,5 сантиметров, но это еще не все. Мне нужно проплести хотя бы 14-15 сантиметров. Поэтому я плету дальше. Короткие стороны у меня выглядят вот так. Здесь отверстие чуть поменьше, чем вот с этой стороны. Здесь пошире отверстие. И сейчас я также буду отверстие делать вот с этой стороны, на широкой части. И буду продолжать плести одной рабочей трубочкой. Вот этой вот я буду продолжать, а вот этой я прекращаю плетение. Вот пока ее так оставляю, а потом обрежу. Итак, здесь я решаю, от какой стойки до какой я буду делать отверстия. Ну, приблизительно вот от этой стоечки у меня будет 1, 2, 3, 4, 5 стойка. И 1, 2, 3, 4, 5 стойка вот здесь. То есть вот я отмечаю эти стоечки. И все то же самое делаю, что и плела вот с этих сторон. То есть я сейчас рабочей трубочкой буду плести ситцем, ну, продолжать плести ситцем укороченные ряды. То есть вот этой рабочей трубочкой я плету в обратную сторону. Вот здесь я на нужной стойке повернула ее, плету в обратную сторону до этой стойки. Здесь я разворачиваю также, плету в обратную сторону до этой стойки. Где-то ряда 4 мне необходимо сплести, чтобы здесь было вот такое отверстие.
Дошла я вот этой рабочей трубочкой до этого угла. То есть я здесь ее развернула, плела в обратную сторону. Здесь она у меня уже вышла. И вот в этом месте я немножечко все переиграю, потому что не складывается тут у меня плетение. Вот эта трубочка, которую я оставила вот у этого угла, сказала, что ее я тут подрежу, спрячу. Да, ее можно подрезать, спрятать, но тогда вот этой рабочей трубочкой, когда я буду плести дальше, там будет несостыковка. В общем, что я тут делаю? Я ее расплетаю и оставляю вот у этой стойки. Здесь я должна рабочую трубочку повернуть в обратную сторону. Так, уголочек. Плету этой трубочкой. Здесь ее наращиваю. Так. За эту стоечку. Так. И здесь я проплетаю все-таки еще вот эту стоечку до этой. И разворачиваю рабочую трубочку на следующей стойке. Вот так. Таким образом у нас и не будет видно места состыковки, и эта трубочка хорошо вот уберется с изнаночной стороны, ее можно будет подклеить. Если бы я сделала виток вот у этой стойки, то тогда вот эту трубочку и состыковку было бы видно. Вот поэтому я выбрала вот такой вариант. Да, конечно, смещение будет на одну стойку с этой стороны, но в принципе меня устраивает. Пусть будет так. Плету в обратную сторону. В обратную сторону плету до этой стойки, разворачиваю обратно и плету дальше. Вот по такому принципу. Проплела 4 укороченных ряда. Меня все по высоте устраивает. Отверстие получается шириной 2 сантиметра. Все отлично. Вот так получается. Сейчас буду плести следующий ряд уже веревочкой в 2 трубочки. Вот здесь у меня выходит трубочка. Я уголочек оформляю. Так. Беру следующую трубочку новую и подставляю ее. Вот так, потом обрежу, там подклею. И продолжаю плести, но уже веревочкой в 2 трубочки. Вот так это все дело выглядит. Здесь плету аккуратненько, оплетаю стоечки. Кому сложно, может сюда подставить полоску бумаги плотной. Вот как я ажуры плела, я показывала в видео своих. Эта полосочка бумаги, она помогает удерживать ряд на нужной высоте. Ну, кому удобно так, а кому удобно и без этой полосочки бумаги. Вот так мы плетем дальше, выдерживая вот эту высоту, не даем опускаться этому плетенному ряду. Все, чтобы у нас было аккуратненько, ровненько. Конечно, мы плетем еще и наслаждаемся самим процессом. Не даем слишком сильно перфекционисту у нас выбиваться вперед. Ну и следим, конечно, за аккуратностью. Наращивание всегда за стоечками. Уголочки следим за ними очень хорошо, да, чтобы они у нас не западали. Ничего, еще раз повторяю, что при таких больших размерах коробов лучше всего плести по форме. Все, и здесь я плету веревочкой в 2 трубочки. Но сейчас я посмотрю, сколько рядов. Мне по высоте хотя бы 14 сантиметров нужно сплести. Ну, давайте посмотрим. Вот здесь у нас почти 13. Но ряда 3-4 веревочкой в 2 трубочки нужно мне проплести. Поэтому я сейчас плету 3-4 ряда веревочкой в 2 трубочки. Потом включаюсь
И будем завершать этот короб. Подошла к тому месту, где я подставляла новую рабочую трубочку. Я ее чуток удлинила. Вот так это все выглядит. И сделаю я виток ей назад дополнительный вот сюда. Для того, чтобы у меня все сошлось. И вот таким образом я проплету рабочими трубочками. И здесь у нас, в принципе, ничего не будет видно. И потом с изнаночной стороны я там кончик подклею. Ну и, соответственно, рисуночек у нас тоже сошелся. Так что все хорошо. Продолжаю плести дальше. Так все выглядит. Двигаюсь к концу, проплела веревочкой в 2 трубочки столько рядов, сколько мне нужно. По высоте у меня получается 13,5 сантиметров. Да. Но я решила оставить так, уже дальше не плести, померила, вроде нормально. Здесь заканчиваю, посмотрела по рядам. Именно в этом месте буду заканчивать. Как раз таки здесь у меня и начало было. Заканчиваю. Очень часто показываю в своих остальных видео, как заканчиваю. Здесь все очень просто. Обрезаю рабочие трубочки и прячу их перед стоечками. Вот одна у меня прячется рабочая трубочка. Так, и вторая. Хобочки. И здесь как раз таки она у нас и убирается. Вторая рабочая трубочка. Так, хобочки. И все. И отлично. По высоте выравниваю. У меня есть такой треугольник. Смотрю, где чего нужно выровнять немного. Так. Сейчас за камерой это сделаю. Выровняла по высоте стороны у короба. И сейчас обрезаю стоечки. Стараюсь обрезать прям по максимуму глубоко, чтобы они не выглядывали из плетеного ряда. Добавила новые стойки для загибки. Добавляю очень просто. Ну, во-первых, для экономии я трубочку делю на 3 части. Вот так разрезаю под косым уголком. Срез делаю. Рядышком с той стойкой, которую обрезала, расширяю место. Вот прям вот так. Но стараюсь ряды не трогать. То есть не надо их туда-сюда нажимать как-то на них, потому что они уже выстроены по уровню. Вставила. Причем вставляю я не все стойки. Для того, чтобы, когда я делаю загибку здесь, у меня стойки вот уже здесь могут высохнуть. Коктейльных трубочек у меня столько нету, чтобы их потом одевать, чтобы они сохраняли свою влажность, пластичность. Вот, поэтому я делаю постепенно. Начинаю загибочку вот с этого места. Занимаю место и поехали. Это будет розга. Вот столько, я думаю, что мне хватит. Смотрю по длине трубочек, они у меня не очень такие длинные, поэтому... Так. Так. Где начало, там я пока не убираю вот эти концы, не обрезаю. Я их потом буду обрезать уже, когда буду заканчивать. Вообще у меня было отдельное видео по розге. Там я очень все подробно показываю, как сделать розгу, как сплести розгу. Обязательно ссылку на то видео я оставляю в описании. И вот здесь в верхнем углу видео в подсказках также. Там все очень-очень подробно. Так.
Мне кажется, что розга, она очень хороша именно для прямоугольных вот таких форм. Где уголки тоже хорошо обыгрываются. Но это мое мнение. Оно может быть и неправильно. Может быть, кто-то не любит розгу именно вот здесь, на этих формах. Но мне кажется, она идеально сюда подходит. Так, торчит кончик. Я его обрезаю вот так. Закрываю, чтобы ничего не торчало. Кончики у нас были на месте, спрятаны. Обрезаю, оставляю буквально маленькое расстояние кончика, где-то миллиметра 3 после стойки. Но здесь еще смотрю, если кончик все-таки торчит, я его подрезаю. Так. Все. Продолжаю загибочку делать. Окончание у розги. Так, подставила последнюю трубочку, стойку. Я очень редко подкладываю здесь какие-то дополнительные трубочки, чтобы занять место. Люблю без вот этого всего. Запоминаю просто, как у меня узор идет. И вот по этому принципу я и делаю эту загибку. Ну и вообще любые загибки. Так. Конец держу, чтобы он никуда у нас не сбежал. Здесь. Так. И последнюю трубочку. Она у меня по рисунку идет вот так. Вот сюда. Я ее и завожу. Конечно, загибку я очень часто делаю, когда формы нет уже. Вот, потому что форма мешает. Лучше ее вынуть.
Ну, в принципе, с формой тоже можно. Этот конец очень хорошо, вот там прям глубоко обрезаю, чтобы он у нас не высовывался. Так. Дальше. Вот этот конец у нас идет вот сюда, последний кончик. Вот, выходит. Так. И все подтягиваю хорошо. Вот здесь трубочки, которые у нас торчат, как раз таки можно за них немножечко подтянуть, что-то там, чего-то подправить. Здесь этот конец тоже я очень хорошо обрезаю, прям внутри. Так. Здесь то же самое. То есть я открываю вот этот вот виток, прям внутри обрезаю трубочку. А потом витком закрываю это все дело, подправляю. Здесь то же самое. И здесь. И загибочка готова. Вот такая красотулечка получилась. Проверяю, все ли у нас на месте. Так. Отлично. Грунтую короб для крепости. Использую грунтовку глубокого проникновения от фирмы Tex. Налила ее отдельно в стаканчик. Грунтую по форме. Вот таким образом, с помощью кисти. Все точно так же, как и лакирую. Только грунтовки беру чуть-чуть побольше, чем лака. На дно я стараюсь не попадать. Чисто по плетению грунтовкой прохожусь. Но если на донышко попало, ничего страшного. Все потом высыхает без труда. И следов не будет никаких. Особая важность вот этим местам, где у нас прорези. Здесь все должно быть довольно-таки крепко. Начинаю сейчас плести крышку для короба. Мне нужен размер 18,5 на 39,5. Плету я обычно на разметке. В данном случае разметкой служит вот такой мат для резки. Расположила стойки по намеченным местам. Ну, примерно через каждые 2,5 сантиметра у меня получилось 2-2,5 сантиметра, где-то так. По краям тройные, в серединке двойные стойки. И начинаю плетение. Плетение прямоугольного полотна я очень часто показываю в своих видео и прямых трансляциях. Также смотрите на канале, и ссылку в описании оставлю на трансляцию, где подробно плела похожее донышко. Здесь, правда, крышка. Здесь у нас не будет стоек по краям, но принцип точно такой же. Ну и вначале вот я загнула кончик трубочки рабочей, убрала к стойке и потом стала оплетать. Я потом его выну и приклею с изнаночной стороны. Мне показался, что такой вариант будет лучше. Здесь стараюсь плести рабочей трубочкой, не стягивать рабочую трубочку, для того, чтобы потом крышку не перекосило. Это очень-очень важно. Следите за тем, чтобы рабочей трубочкой вы плели с легкостью, чтобы она у вас не тянулась из стороны в сторону.
Проплела чуть больше середины. И здесь у меня также будет небольшая вставочка ажурная. И буду плести укороченные ряды. Вот прямо вот с этой стоечки начинаю. И плету сейчас одной рабочей трубочкой, как бы восьмеркой, на двух вот этих соседних стойках. Такая прорезь у меня здесь будет. Хотела ее пораньше немножечко сделать, но я, к сожалению, тут увлеклась и проплела чуть больше рядов, чем планировала, но это ничего страшного. Еще раз повторяю, что при плетении вот таким плетением и вообще таких вот этих моментов обязательно не стягивайте рабочую трубочку при плетении, не стягивайте, иначе у вас стоечки будут стягиваться тоже. То есть обязательно смотрите. И вот там, где у нас с вами боковая трубочка, вот где мы делаем с вами виток, я где-то сантиметр сминаю и поворачиваю рабочую трубочку. Разворот делаю на боковой стойке, и от этого все ровненько идет. А здесь наращиваю. Ну, тут я обычно говорю, что где у нас разворот рабочей трубочкой, лучше не наращивать, но здесь у нас просто нету выбора, поэтому мне приходится нарастить, иначе где еще? Если где-то в другом месте я буду наращивать, то это наращивание будет видно. Вот, поэтому здесь нарастила прямо на витке. Стараюсь, вот у меня под стоечкой наращивание, чтобы было. Сделала разворот и за стоечку. Вот таким образом. Здесь также размяла и за стоечку. Вот что получается. Ровненько, аккуратненько, по линии. Проплели с этой стороны. Теперь продолжаю плести, но уже с этой стороны. Понятное дело, что трубочку нужно рабочую новую добавлять, потому что этой продолжать никак нам не продолжить. Добавить можно двумя способами. Либо вот сюда, например, рядом со стоечкой, добавить рабочую трубочку и, например, ее вот так раз и ей продолжить плести. В принципе, хороший вариант, хороший, и можно так сделать. И еще есть способ, тоже хороший достаточно, это добавить вот сюда. Просто добавить ее вот так, подклеить с обратной стороны, либо добавить ее вот прям в плетение сюда и продолжить ей плести, как если бы вы плели дальше, да? И здесь уже делаете ей разворот. И так можно. Я выбираю второй вариант. Мне он понравился больше всего, потому что тут у нас ничего не будет видно, что мы где-то добавили. Единственное, что развороты нужно будет делать вовнутрь. Мне это не очень нравится. Но что поделать. В принципе, если приноровиться, то тоже они хорошо получаются. Проплела с двух сторон укороченные ряды. Вот так это все выглядит. И сейчас я продолжаю плести. И продолжаю плести вот этой рабочей трубочкой. Объясню почему. У нас одна из рабочих трубочек должна спрятаться на изнаночную сторону. Вот это у нас лицевая, изнанка с обратной стороны. И я вижу, что вот эта рабочая трубочка легко прячется на изнанку. То есть она уже хоба и под стоечку. А эта трубочка всегда вылезает из-под стоечки на лицевую. Поэтому ее сложнее всего будет спрятать. Поэтому ей я и буду продолжать плести. Разворот. Так. И вот таким образом продолжаю. Сейчас наращу и покажу, что дальше. Вот она у меня идет на эту стойку. Далее за стоечку боковую, тройную. Так, разворот.
и дальше пошла ей плести. А вот эта трубочка, видите, она спряталась на изнанке, ее потом подрежу, подклею так, как нужно, и все. И все, чтобы плетение не стягивалось. Здесь, конечно, такое прям место. Нужно обязательно бдить. Бдить. Потому что иначе можно потерять бдительность, и все это убежит. Вот так прищепочкой замяла и поехала плести дальше. Стоечки. Так. Стойки у меня уже стали короткие, я их нарастила. Наращиваю стойки точно таким же образом, как и рабочие трубочки, обязательно с клеем. И продолжаю плести дальше, набирая тот размер крышки, который мне нужен. Ну, в данном случае у меня должна получиться крышка 39,5 сантиметров в длину. Доплетаю нужные ряды, нужное количество рядов. Здесь показываю, как делаю загибку у крышки. Все довольно просто. Ненужные стойки я обрезаю. Ну вот из тройных стоек я обрезаю 2 трубочки. Одну оставляю для того, чтобы сделать загибку, сделать виток. Все здесь, думаю, что просто, понятно. Да, после того, как крышка сплетена, я ее в обязательном порядке грунтую, как и грунтовала короб, грунтовкой глубокого проникновения Tex. И затем после высыхания лакирую. Использую лак Biotex Эко-лак паркетный. Он создает необходимую прочность. Короб практически готов. Он прогрунтован, пролакирован, достаточно прочный, крепкий. И сейчас я буду вырезать одно из отверстий. А именно то, которое у нас было самое маленькое, вот с этой стороны. Конечно, громко сказано вырезать. Что я делаю? Я всего лишь навсего убираю вот эти вот стойки. То есть вырезаю их. Аккуратненько. Вот таким вот образом. Вот так это выглядит. И, конечно, лаком нужно залакировать вот эти обрезанные места стоек. Да, помните те трубочки, которые мы с вами подставляли? Я их аккуратненько обрезала, подклеила, нигде ничего не торчит. И вот здесь еще трубочки тоже вставлены, подклеены, тоже не торчат. И сейчас настает момент X, которого я очень долго ждала. Сейчас в этот короб я буду все проводочки убирать, удлинитель убирать. В общем, располагать здесь все красивенько. Поехали. И вот так все убирается в этот короб. Сначала идет сетевой удлинитель. Кстати, в то отверстие, где мы подрезали стойки, у нас продевается шнур от удлинителя. Затем к нему подключаются все разные гаджеты, всякие разные проводочки, но все это уже не в таком хаотичном порядке расположено, а более-менее организованно, все можно найти, все под рукой. Крышку к коробу я крепить не планировала из некоторых соображений, но все-таки на время я ее прикрепила. Посмотрим, как в использовании нам понравится или не понравится. Крепила крышку с помощью вот такой эластомерной нити для бисероплетения. Как-то показывала, я так креплю крышки к небольшим изделиям, заначницы, например. Она тянется, но при этом она очень-очень прочная. Узелки спрятала внутрь. Вот так-то все дело выглядит. Сейчас вот это все обрежу и немного огоньком пришпалю, чтобы там ничего не торчало. И вот так все это дело выглядит с лицевой стороны. Нигде ничего не торчит. И с изнанки. Тоже все обрезала. Немножечко
спичечками припалила, чтобы ничего не торчало. И крышка закрепилась довольно-таки хорошо. Ну, посмотрим. Посмотрим. В использовании не знаю, пригодится это крепление или не пригодится, уже со временем определимся. Конечно, я заранее продумывала места, где будут у меня располагаться все эти отверстия прорези, для того, чтобы было удобнее пользоваться этим коробом. Что и вам советую, обязательно определите для себя, как будет выглядеть ваш будущий короб, где будут отверстия, какую роль они будут исполнять. Можно нарисовать эскиз, можно представить это в своей голове, можно схематически обрисовать вот эти все детали, но обязательно это нужно обрисовать, обязательно для себя нужно решить, иначе очень сложно плести, когда нет готового образа, нет готовой схемы плетения. Ну вот и готов короб. Он, конечно, у меня сплелся не так уж и легко, не на раз, два, три. Я его 4 раза переплетала, и у него уже есть своя история, которую я рассказываю в творческих влогах «Будни плетуна». Кому интересно, заходите на канал и смотрите. Получилась довольно практичная вещь. Мне очень нравится результат. Обязательно пишите в комментариях ваше мнение. И ставьте пальчики, если вам этот мастер-класс понравился. Если есть какие-то вопросы, также пишите в комментариях, с удовольствием и быстро на них отвечу. Желаю вам легкого плетения, вдохновения. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!